Я, Ирина Александрович, приветствую вас. Продолжаем курс лекций, посвященный интерпретации рисунка. Сегодня учимся читать рисунки, на которых изображено дерево. Сразу же приступим к рисованию. Приготовьте лист бумаги, карандаш и не забудьте нажать на паузу. Итак, инструкция. Нарисуйте дерево. После того, как вы нарисовали дерево, можем приступить к интерпретации. Если дом символизирует «я» человека, его границы, защиты и контакты, то дерево– жизненные силы развития человека. Существенные детали– ствол и больше одной ветки. Сразу оговорим два варианта изображения дерева, когда формально задание выполняется, но по сути является отказом от анализа собственного витального развития. Первый вариант– рисунок елки-палки, второй– рисунок новогодней елки. Разница между ними лишь в демонстрации настроения, которое вызывает эта тема. В первом случае депрессивная, во втором нарочито радостная. Теперь переходим к содержательным признакам. Первый– размеры дерева. Маленькое дерево в зависимости от матери. Этот психоаналитический термин мы рассмотрим позже, пока же мы можем понимать его упрощенно, как несамостоятельность. Большое дерево– стремление привлекать к себе внимание, эксгибиционистские тенденции. Цветущее дерево или куст – демонстративность. Плоды на дереве, кроме яблок, продуктивность, ощущение, что все впереди. Яблоки – в зависимости от матери, оральная фиксация. Если яблоки, упавшие внизу, ощущение отверженности матерью. Если у дерева нет верхушки, это отсутствие перспектив, планов на будущее, вполне возможен как признак аутоагрессивного поведения вплоть до суицидальных настроений. Животное или птица на дереве – это не поддающиеся самоконтролю части личности. В этом смысле интересна фреска Джотто на стене церкви Сан-Франческо в Ассизи, созданная на рубеже XIII-XIV веков, которая иллюстрирует эпизод из жизни Франциска Ассизского «Проповедь птицам». Послушайте описание этой сцены в рукописи конца XIV века. «И вот, идя своей дорогой, святой Франциск поднял глаза и увидел дерево, на котором расселось великое множество птиц. Весьма удивленный, он сказал своим спутникам: «Подождите меня здесь, я пойду и буду проповедовать моим сестричкам-птицам». И, выйдя на поле, он начал проповедовать птицам, и все птицы, бывшие на деревьях, расселись вокруг него и слушали, пока святой Франциск проповедовал им, и не улетели, пока он не дал им своего благословения». Интерпретация птиц на дереве как чего-то, не поддающегося контролю, в случае с Франциском Ассизским демонстрирует силу проповеди святого, оказавшегося способным привлечь и усмирить их. Сломанные ветви или ствол, крона на земле – ощущение внешних травмирующих сил, которыми не может человек управлять. Если изображено мертвое или сломанное дерево, имеет смысл спросить у автора рисунка, от чего оно погибло – от среды, паразитов, бури или собственная проблематика, разорванные корни, для того, чтобы определить внутренний или внешний относительно личности автора травмирующий источник. Довольно часто встречаются два дерева. Они могут символизировать автора рисунка и другого близкого ему человека. Если дерево расщеплено на два, это свидетельствует о расщеплении аффекта и интеллекта. Такие люди в эмоционально окрашенных ситуациях при столкновении с жизненными трудностями прибегают к интеллектуализации, ограничивая спонтанность поведения, и этим вызывают восприятие их окружающими как холодных и высокомерных, что еще больше усложняет для них установление близких отношений. Ветер – переживания, с которыми трудно справиться, которые с трудом поддаются самоконтролю. В качестве иллюстрации еще одна картина венгерского художника Тивадари Коски «Одинокий кедр». На примере соотношения дерева и солнца рассмотрим варианты интерпретации появления солнца на рисунках. Между деревом и солнцем нарисована туча. Конфликт между автором рисунка и другим значимым для него лицом. Дерево на фоне заходящего солнца. Кто-то из окружения автора рисунка препятствует реализации его отношений с кем-то важным для него. Если солнце больше дерева, то это острое переживание с авторитетным для автора рисунка человеком. Дерево купается в лучах солнца, потребность греться в лучах какого-то авторитетного лица или ощущение влияния со стороны значимого другого.
В случае, если на рисунке дерева изображены Солнце и Луна, силы роста человека разрываются между женским и мужским типами. При наличии мощных корней, как на этом рисунке, эта раздвоенность объясняется сложным отношением к жизненному пути родителей автора рисунка. Изображение лучей Солнца, выделяющих кого-то своим авторитетом, встречается на самых ранних изображениях. Слева, на барельефе XIV века до нашей эры, под лучами бога Атона, изображавшегося в виде солнечного диска, мы видим семью фараона Эхнатона, который заменил древнее традиционное многобожие религии единого солнечного божества. Справа алтарная картина Благовещения, на которой фра Беата Анжелика, буквально брат блаженный ангельский, изобразил луч солнца, касающийся Девы Марии. Необязательная, но важная деталь рисунка дерева – корни. Это собственное прошлое, отношение к предкам. Если нет корней, это вытеснение собственного прошлого. Если есть черта, отчеркивающая ствол от корней, как правило, она изображает уровень земли, то это еще больше усиливает значение отсутствия корня. Хилые корни – слабый контакт с прошлым. Мощные корни – фиксация значимости истоков, предков. Следующий признак – ствол. Ствол из одной линии – отказ реально смотреть на свое развитие. Ствол разделяется на два и более до перехода в ветви. Это личностная борьба, которая не соответствует реальным возможностям автора. Дефекты ствола, дупло, потеря силы возможностей. Перед вами статуэтка из глины итальянского художника XVIII века Гандольфи. Эпизод из истории средневековой Европы, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной Римской империи. Эпизод ознаменовал победу папы Григория VII над императором Генрихом IV, который так описывает папа Григорий VII. В конце концов, он лично пришел к Каноссе, где мы останавливались, взяв с собой только маленькую свиту и не проявляя никаких враждебных намерений. Прибыв на место, он предстал перед воротами замка, босиком и одетый только в жалкие шерстяные одежды, умоляя нас со слезами, чтобы даровать ему отпущение грехов и прощение. В наши дни во многих европейских языках под выражением «идти в Каноссу» чаще всего понимают акт покаяния и покорности. И использование Гандольфи дупла для того, чтобы туда поместить Генриха IV, подтверждает и рифмуется со значением дефектов ствола дупла как потери сил и возможностей. Заштрихованный ствол, внутренняя тревога, подозрительность, боязнь быть покинутым, скрытая агрессивность. Широкий внизу и сужающийся кверху – недостаток эмоциональных стимулов в раннем возрасте. Симметричные ветки, выраженная амбивалентность, колебания в выборе позиции по отношению к чувствам, моральные проблемы, неспособность к собственному доминированию, желание оказаться в согласии с внешним миром. Ветки в виде штриховки, часто так изображается сосна, поверхностное взаимодействие со средой. Ветви склонены влево или все дерево влево. Импульсивность, стремление к эмоциональным наслаждениям, прошлое оценивается положительно, будущее скорее отрицательно. Чаще встречается вариант, когда ветви или все дерево склонены вправо. Страх перед эмоциональным самовыражением, переоценка роли интеллекта. При низком уровне интеллекта попытка заместить эмоциональное удовольствие интеллектуальное приводит к внутреннему конфликту несоответствия. Ветви узкие и длинные, например, рисунок плакучей ивы, это страхи гедонистического поведения, человек запрещает себе радоваться. Ветви загнуты внутрь, интроверсия. Кроны в виде замочной скважины – сильная враждебность, если с обозначением линии Земли с ригидностью. Неудавшаяся попытка двухмерного изображения ветки как бы прозрачная. Человек слабо может управлять своими влечениями. Крона непропорционально меньше толстого объемного ствола, утрата личностного равновесия, невозможность удовлетворить базовые потребности. Крона непропорционально больше ствола, чрезмерное стремление к удовольствиям в ущерб своему развитию. Кроме того, непрорисованная крона говорит об отсутствии чувства адекватности себя. Круглая крона – экзальтированность, эмоциональность. Если видны детали листвы, малозначительные детали,
принимается за характеристику явления в целом. Подведем итоги по теме дерева. Потому как оно изображено, можно судить об отношении автора рисунка к собственному развитию. Корни – это его истоки, отношение к прошлому, предкам, как основательность для постановки целей. Ствол – сила, энергия для их реализации. Ветви – пути развития. И крона – реализованность целей. И краткое содержание следующей главы видеокниги «Интерпретация рисунка», которая выйдет тем быстрее, чем очевиднее для меня будет ваша заинтересованность. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение.